Среди руководителей позднего Советского Союза он выделялся сразу. Руководитель, который знал страну изнутри и слишком хорошо понимал, как на самом деле устроена система. 12 ноября 1982 года Юрий Владимирович Андропов возглавил Советский Союз. Формально произошла смена руководителя после смерти Леонида Брежнева, но смысл этого назначения было куда серьезнее. Страну возглавил человек, который знал ее по внутренней структуре процессов. Это проект защиты исторической справедливости патриотического движения «Победа-945». Меня зовут Павел Кухаркин, и я вас по традиции призываю подписаться, смотреть наши предыдущие выпуски. А чтобы видеть новые, обязательно подписывайтесь на уведомления и пишите комментарии. Это очень сильно помогает продвижению канала. Ну а теперь поехали. В этом выпуске разберем, кем был Андропов, с каким пониманием страны он пришел к власти и почему его короткое правление до сих пор вызывает столько споров. К этому моменту за его плечами были годы работы на направлениях, где проверяется реальная прочность управления. Комсомольская и партийная школа, дипломатическая служба и, главное, конечно же, руководство в КГБ СССР 1967 по 1982 год. На этом уровне сходилась информация о состоянии экономики, дисциплины, управляемости, общественных настроениях и действиях внешнего противника. В руководство страны он пришел уже с ясным пониманием того, где система еще держится, а где начинает давать сбой и требует жесткого вмешательства. Советский Союз начала 80-х сохранял положение сверхдержавы, промышленный потенциал, военную силу, стратегический баланс. Но внутри уже накапливались проблемы, о которых не говорили публично. Но их видели люди, работавшие с реальной информацией. Андропов принадлежал именно к этому кругу. С его приходом связали ожидания жесткости, порядка и попытки вернуть системе управляемость. От нового руководителя ждали собранности и внятных решений. Именно поэтому фигура Андропова оценивается не только потому, что он успел сделать, а потому, что он точно видел и пытался изменить. Юрий Владимирович Андропов родился 15 июня 1914 года. Его ранняя биография не связана с привилегированной средой или быстрыми карьерными стартами. Это был путь, характерный для поколения, которое формировалось вместе со страной через труд, дисциплину и постепенное вхождение в систему управления. В конце 1920-х, в начале 1930-х годов он получает образование в Рыбинском техникуме водного транспорта. После его окончания работает на Волге сначала матросом, а затем помощником механика. Параллельно начинается его работа в комсомоле. Уже в 1930-е годы Андропов занимает должности в комсомольских органах, постепенно переходя от локальной деятельности к управленческой. В 1938 году он становится первым секретарем Ярославского обкома в ЛКСМ. А это, между прочим, уже уровень, на котором формируются навыки руководства, работы с кадрами и взаимодействия с партийной системой. Следующий этап – переход в Карело-Финскую ССР. В 1940 году Андропов назначается первым секретарем ЦК ЛКСМ республики. Это назначение совпадает с началом одного из самых тяжелых периодов в истории страны. С началом Великой Отечественной войны территория Карелии становится зоной боевых действий. В этих условиях комсомольские структуры перестают быть только организационным инструментом. Они становятся частью системы обороны. Андропов координирует работу комсомольских организаций в прифронтовой зоне, участвует в организации подпольной и партизанской деятельности на оккупированных территориях. Комсомольские группы использовались для разведки, связи, снабжения партизанских отрядов, распространения информации в условиях постоянной угрозы. Эти структуры выполняли задачи, напрямую связанные с военной обстановкой. Именно этот опыт был затем зафиксирован Андроповым в работе «Карело-финские комсомольцы в Отечественной войне», в издании, посвященном деятельности комсомольских организаций Карело-Финской ССР в годы войны. В нем подробно разобраны конкретные примеры участия молодежи в подпольной и партизанской борьбе, организации связи, разведки и обеспечения отрядов. Это не отвлеченное рассуждение, а опора на реальные события и факты, отражающие практическую работу комсомольских структур в условиях фронта. Военные годы стали для Андропова не только периодом службы, но и этапом окончательного формирования управленческого типа. Работа в условиях реального риска, необходимость принимать решения без запаса времени и опоры на привычные механизмы –
Все это выработало качество, которое позже станет определяющим. Это способность действовать жестко и без лишних слов там, где требуется результат. Послевоенный период стал для Андропова этапом выхода на уровень союзной политики. После работы в комсомоле Карело-Финской ССР он переходит в партийные органы республики. В 1947 году избирается вторым секретарем ЦК КПБ Карело-Финской ССР. Должность, предполагающая участие в управлении регионом, восстановлении хозяйства и кадровой политики в условиях послевоенной перестройки. Этот этап важен тем, что Андропов работал в системе, где решения напрямую связаны с экономикой, промышленностью и управлением территорией. Республика находилась на стратегически чувствительном направлении, и требования к управленческому аппарату здесь были выше среднего. В 1951 году он переводится в Москву и включается в работу аппарата ЦК ВКПБ. Это был переход в центральный уровень, где формировалась общесоюзная политика. В ЦК Андропов занимался вопросами партийных организаций социалистических стран, что означало работу с внешнеполитическим направлением, тесно связанной с идеологией и с безопасностью. Следующим шагом стала дипломатическая служба. В 1954 году Андропов назначается чрезвычайным и полномочным послом СССР в Венгерской Народной Республике. Это назначение не было случайным. Венгрия находилась в зоне особого внимания Москвы. И работа там требовала не только дипломатических навыков, но и глубокого понимания политической ситуации внутри страны. Кризис 1956 года стал ключевым испытанием. В октябре в Венгрии начались события, которые в советской классификации были определены как контрреволюция. В условиях стремительного обострения ситуации именно посольство СССР стало центром сбора и передачи информации в Москву. Андропов находился в прямом контакте с советским руководством, передавая данные о развитии событий, позиции венгерского руководства и реальном положении дел в стране. В этот период он участвовал в переговорах с венгерскими политическими деятелями, включая представителей правительства Имре Надя. Но ситуация менялась быстро, и от попыток дипломатической стабилизации СССР пришел к силовому решению. В итоге было принято решение о вводе советских войск. В результате чего в начале ноября 1956 года в Будапеште была установлена новая власть во главе с Яношем Кадаром. Работа в условиях кризиса такого масштаба требовала точности в оценке ситуации и способности действовать в условиях неопределенности. Именно этот период стал переломным в карьере Андропова. После венгерских событий он возвращается в Москву уже как человек, прошедший серьезное политическое испытание. В 1957 году он назначается заведующим отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. Это направление напрямую связывало его с внешней политикой, идеологией и координацией социалистического блока. С этого момента Андропов окончательно входит в круг руководителей, работающих на стратегических направлениях. Его дальнейшая карьера уже разворачивается не как регионального или дипломатического управленца, а как фигуры союзного масштаба, участвующие в формировании политики государства в условиях глобального противостояния. 18 мая 1967 года Юрий Андропов был назначен председателем КГБ при Совете министров СССР. Комитет получил во главе человека с партийным, дипломатическим и международным опытом, а значит с пониманием задач гораздо более широких, чем рамки обычного силового администрирования. Для него КГБ был системой, через которую государство получает знания о собственном состоянии. Именно поэтому в андроповские годы комитет усилил не только контрразведку, но и внешнюю разведку и аналитическую работу, направленную на выявление внутренних процессов в стране. Одним из первых его шагов стало укрепление направления, которое в советской терминологии обозначалось как борьба с идеологическими диверсиями. Здесь особенно важны воспоминания Филиппа Бобкова, одного из ключевых людей андроповской эпохи. Бобков говорил прямо: инициатором был Андропов, когда он пришел в комитет, создание нашего управления было одним из его первых шагов. Без такого важного для СССР подразделения КГБ внутренняя обстановка в стране была бы не вполне ясна для его руководства. И далее, еще точнее, нужно было изучать различные настроения внутри него, изменения, некоторые глубинные процессы, которые в нем по тем или иным объективным или субъективным причинам происходили. В этих словах сосредоточена сама логика андроповского подхода: не реагировать на последствия, а фиксировать зарождение проблемы. Сам Бобков с 15 августа 1967 года был первым заместителем начальника 5-го управления, а с 23 мая 1969 года по 17 января 1983 года
именно возглавлял его. Это управление занималось борьбой с антисоветскими группами, религиозным подпольем, каналами распространения враждебной пропаганды, отслеживало межнациональные конфликты и работала в среде творческой и студенческой интеллигенции. Не менее показательной была кадровая линия Андропова. Он подбирал профессионалов, способных работать на длинной дистанции. Владимир Крючков перешел в КГБ в 1967 году, сразу после назначения Андропова. Сначала он был его помощником, а затем возглавил секретариат комитета, а с 1971 по 1974 год стал первым заместителем начальника первого главного управления, а с 13 января 1974 года возглавил советскую внешнюю разведку. Андропов умел видеть кадры и на союзной периферии. Показателен пример Гайдара Алиева. В 1967 году он был назначен председателем КГБ Азербайджанской ССР с присвоением звания генерал-майора, а 14 июля 1969 года стал первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана. Позднее, уже после избрания Андропова генеральным секретарем, Алиев 24 ноября 1982 года был назначен первым заместителем председателя Совета министров СССР. Алиев вспоминал, что на этом назначении настаивал именно Андропов. В этих решениях отчетливо просматривается ключевая черта председателя КГБ. Он искал людей, способных переносить дисциплину спецслужбы в плоскость государственного управления. КГБ при Андропове жестко работал и в контуре внешнеполитических кризисов социалистического лагеря. Уже как председатель комитета он участвовал в выработке линии по отношению к кризисам внутри блока, а в 1979 году был сторонником введения советских войск в Афганистан. Это решение впоследствии оценивалось по-разному, но в логике советского государственного мышления того времени оно вытекало из задачи удержания стратегического периметра и недопущения потери ключевого направления. Для Андропова это была не операция ради операции, а продолжение той линии, которую он проводил еще со времен Венгрии. Безопасность социалистической системы рассматривалась им как единое пространство, где локальный сбой способен быстро перерасти в угрозу для всего контура. При этом сводить его к образу руководителя спецслужбистской машины было бы упрощением и исторической неточностью. Отечественные справочные источники подчеркивают, за 15 лет во главе КГБ Андропов значительно усилил контроль комитета над ключевыми сферами государственной и общественной жизни. После смерти Леонида Брежнева 10 ноября 1982 года вопрос о преемственности решался быстро. Уже 12 ноября 1982 года пленум ЦК КПСС избрал Юрия Владимировича Андропова генеральным секретарем. Первые шаги были показательны по своей направленности. В стране была развернута кампания по борьбе с прогулами и нарушениями трудового режима. Проверки проводились непосредственно на местах, в учреждениях, на предприятиях и в торговле. Фиксировалось фактическое отсутствие работников в рабочее время, вводились меры ответственности. Это воспринималось жестко, но именно через такие механизмы восстанавливалось базовое исполнение обязанностей. Параллельно началась системная работа по борьбе с коррупцией и злоупотреблением в управленческом аппарате. Одним из наиболее показательных дел стало расследование в системе торговли, получившее известность как Елисеевское дело. Директором московского гастронома номер 1 Юрий Соколов был осужден за взятничество и хищение. В более широком масштабе была раскрыта так называемая хлопковая система в Узбекской ССР, где выявлялись приписки и злоупотребления в сфере производства и отчетности. Эти дела имели не только уголовное, но и политическое значение. Они демонстрировали, что ответственность распространяется и на управленческий уровень, а не только на низовые звенья. Кадровая политика Андропова носила выборочный, но принципиальный характер. В первые месяцы были произведены перестановки в центральных органах, началось обновление руководящих кадров в ряде ведомств и регионов. При этом Андропов не ограничивался административными мерами. В его выступлениях 1982-1983 годов содержались прямые указания на необходимость экономического обновления. Он говорил о недостаточной эффективности управления, о разрыве между планированием и реальным производством, о необходимости более точного учета реального труда. В декабре 1982 года он подчеркивал: «Мы должны лучше знать общество, в котором живем и трудимся». В 1983 году начались ограниченные эксперименты по совершенствованию хозяйственного механизма, включая расширение прав предприятий в рамках плановой системы. Важным элементом его курса было и восстановление требовательности к самому управленческому аппарату. Андропов открыто говорил о недопустимости формализма и показательных отчетов. В одном из выступлений он прямо указывал на необходимость повышения ответственности руководителей за принимаемые решения
и их исполнения. Однако этот курс изначально оказался ограничен фактором времени. К моменту избрания генеральным секретарем Андропов уже тяжело болел. Значительную часть своего управления он работал в условиях ухудшающегося здоровья, а в последние месяцы фактически в изоляции от полноценного управления. 9 февраля 1984 года Юрий Владимирович Андропов умер. Его пребывание у власти продолжалось чуть более 15 месяцев. По историческим меркам срок минимальный, но даже в этих рамках он успел задать направление, которое резко отличалось от последующего развития. Поэтому и отношение к нему осталось особым. Андропова вспоминает как руководителя, который видел главную угрозу не где-то вовне, а внутри самой системы, в ее усталости, расхлябанности и потере управляемости. Его курс был жестким, для многих неудобным, местами откровенно непопулярным. Но логика этого курса читалась ясно: собрать государство, заставить аппарат работать и остановить расползание системы изнутри. Именно поэтому после Андропова остался вопрос, который до сих пор звучит всерьез: а если было бы у него больше времени? Но мы на этот вопрос с вами не сможем ответить, можем только писать догадки в комментариях, что я вас и призываю сделать. Пишите, подписывайтесь и до новых встреч. Пока.